Похороны подходили к завершению, когда немецкая овчарка неожиданно начала лаять на гроб. Сначала никто не знал, в чем дело, думали, что это выражение скорби. Но вскоре лай стал более настойчивым, наполненным тревогой, и то, что произошло позже, потрясло всех. Эта собака хранила секрет, о котором никто даже не подозревал, и этот секрет изменил все. Церемония прощания проходила в тишине, нарушаемой лишь тихими всхлипами и шорохом одежды. Люди сидели в черных костюмах и платьях, опустив головы, пока священник произносил последние слова. Рядом с гробом, накрытым американским флагом, сидел Мартин, немецкая овчарка в черном жилете с надписью К9. Он не выл, не скулил, но не сидел спокойно. Сначала послышался едва заметный стон, как будто он что-то знал, что было не так. Мартин поднял голову, его уши дернулись. И вот, тихий, сдержанный, но напряженный лай. Люди оглянулись. Вдова капитана Линда взглянула на него с беспокойством, но решила, что это просто проявление горя. Мартин был не просто собакой, он был напарником Джеймса Гранта, который погиб при исполнении служебного долга. Но через несколько минут Мартин вскочил, его тело напряглось, взгляд был устремлен на гроб. Хвост вытянулся, уши встали. И он снова залаял громко, резко, как тревожная сирена в абсолютной тишине. Офицер, сидящий рядом, попытался потянуть поводок, но Мартин не сдвинулся. Он начал скрести лапами по деревянной поверхности гроба, царапая лак и издавая глубокое рычание. Люди стали шептаться, кто-то встал. Что-то было не так. Священник замолчал. Скрипы когтей становились все громче, нарушая тишину. Гости начали обмениваться взглядами от недоумения к тревоге. Несколько человек переговаривались, другие обменивались тревожными взглядами. Даже самые стойкие начали чувствовать, что это не просто проявление скорби. Офицер Фаррелл, старый друг Джеймса и бывший наставник Мартина, встал с места, медленно подошел к собаке и осторожно опустился на колени. «Спокойно, парень», – прошептал он, кладя ладонь на загривок пса. Но Мартин даже не обернулся. Его тело трясло от напряжения, глаза продолжали буравить гроб. Внезапно он снова залаял, громко и резко, у самого основания крышки. Затем начал кружить вокруг гроба, водя носом по швам, фыркая и поскуливая, снова вернувшись в ту же точку, где он начинал лаять. Фаррелл нахмурился. Что-то было не так, слишком не так. «Стой», — сказал он вслух, прикладывая ухо к поверхности гроба. В зале все замерло. Воздух будто сгустился. Тишина. Но нет. Фаррелл резко отпрянул, его глаза расширились. «Я что-то слышал», — выдохнул он. «Что вы сказали?» — спросила вдова, вставая. В ее голосе смешались страх и надежда. «Там кто-то, или что-то внутри», — сказал Фаррелл, оборачиваясь к директору похоронного дома. «Откройте гроб. Сразу. Но, извините, это...» — начал директор, но Фаррелл снова приказал «откройте». Его голос стал жестким, как у военного, не допускающего возражений. Мартин снова зарычал и ткнулся носом в крышку. Люди зашептались громче, кто-то вскрикнул, несколько человек встали с мест. Под давлением Фаррелла, с дрожащими руками, директор подошел к гробу и начал осторожно поднимать крышку. Петли скрипнули. Зал вновь погрузился в тишину. Даже дыхание будто замерло. И тут раздался шорох. Маленькое существо, скрученное в складках формы Джеймса, зашевелилось. Это был крошечный мокрый щенок, едва родившийся. Он дрожал, едва слышно скулил, пытаясь прижаться к теплоте одежды Джеймса. Многие отпрянули в шоке. Кто-то закрыл рот ладонью. Линда, не в силах говорить, смотрела на происходящее с широко открытыми глазами. Мартин сел рядом с щенком, издавая глухой, почти отеческий всхлип. Он смотрел на него не как на чужого, а как на того, кого он должен защищать. Тишина стояла оглушающая. Никто не двигался. Щенок продолжал слабо пищать, прижимаясь к ткани мундира, в котором еще сохранялось тепло. Его дыхание было слабым, но ровным. Он был жив. Фаррелл осторожно протянул руки и взял малыша. Щенок инстинктивно прижался к его ладоням, дрожа всем телом. «Это невозможно», – пробормотал кто-то. Мартин тихо тявкнул и потянулся носом к щенку, осторожно лизнув его лоб. Это был не испуганный лай, не тревожный рычаг, а подтверждение: да, я знал, что он здесь. И тут что-то выпало из складки мундира, когда Фаррелл поднял щенка. Это был тонкий, сложенный в четверо лист бумаги. Фаррелл, все еще в оцепенении, поднял его.
Почерк был узнаваем, аккуратный, уверенный, синими чернилами. «Если со мной что-то случится, позаботьтесь о них». «О них», — вслух произнес Фаррелл. Гости снова ахнули. Линда покачнулась, словно удар принялся изнутри. Она прижала ладонь к груди. Мартин сел у ног Фаррелла, не отводя взгляда от щенка. Глаза его стали мягче. Его миссия не завершена. Все это время он не просто горевал, он защищал. Фаррелл раскрыл письмо, его пальцы дрожали. Он взглянул на священника, на Линду, потом снова на письмо и начал читать вслух. «Если ты читаешь это, значит, я не вернулся. Значит, мне не удалось». Воздух в комнате стал холодным, как перед бурей. Все взгляды были прикованы к бумаге. Но если Мартин рядом, и если каким-то чудом она тоже выжила, значит, все не было напрасно. Это не несчастный случай. Я знал, что она появится. Я просто не мог рассказать об этом раньше. Не хотел паники, не хотел вмешательства. Мартин и я видели то, что другие не понимают, но мы всегда друг друга понимали. Линда не выдержала и подошла к гробу, склонилась к щенку, приложив ладонь к его маленькому телу. Глаза ее были полны слез, но в них больше не было страха, а только узнания. Она родилась в ту ночь, когда я исчез на холоде. Я был один, но Мартин не ушел. Он остался, он охранял. И когда я закрыл глаза в последний раз, я лишь надеялся, что кто-то услышит его лай. Голос Фаррелла дрожал. Он опустил письмо, глаза были полны слез. Все поняли. Мартин не звал на помощь. Он не злился. Он не боялся. Он выполнял последний приказ своего друга. И он выполнил его до конца. Щенок зашевелился в руках Линды. Она прижала его к груди. И в тот момент Мартин встал и подошел ближе, как будто принимая ее в свою новую стаю. «Он знал», – прошептала Линда. «Он знал, что ты будешь ей нужна». В тот вечер, когда солнце скрывалось за холмами, залитыми золотистым светом, щенок уже лежал в мягком пледе, завернутый с головой. Он был в кабинете кинологического отдела, в специальной коробке, рядом с которой сидел Мартин, неподвижный, но внимательный. Периодически он наклонял голову, заглядывая внутрь, проверяя, все ли в порядке. Его взгляд был другим, не тревожным, как на похоронах, а спокойным, уверенным. В нем больше не было страха, только цель. Медсестра, которая присутствовала на похоронах и, к счастью, была рядом, осмотрела щенка и подтвердила, он выживет, несмотря на холод, обезвоживание и долгие часы в гробу, он выживет. Она подняла глаза, блестящие от слез. Это чудо. Офицеры, проходящие мимо кабинета, останавливались. Некоторые просто смотрели через стекло, другие заходили на минуту, чтобы посидеть рядом с Мартином. Атмосфера в участке изменилась. Это уже не было просто дело о погибшем офицере. Это стало личным для всех. А потом пришла Линда. В ее руках все еще было то самое письмо, сжатое до складок. Она села рядом с Мартином и долго не могла заговорить. Просто смотрела на него, как будто впервые увидела не собаку, а того, кто носил в себе частицу ее мужа. «Ты знал», – прошептала она наконец. Мартин медленно повернулся к ней и положил морду на ее колени. Она протянула руку, погладила его по голове. Он не шевельнулся, только прикрыл глаза. В этот момент между ними возникла тишина, но не пустая, наполненная. Линда посмотрела на щенка, а потом, не отрывая взгляда, произнесла, она будет знать, кто ты был и кем был ее отец. И в этот момент каждый, кто был в том кабинете, понял, что у этой девочки, пусть и крошечной, уже была семья. Семья, которую оставил ей отец в лице своего самого верного друга. Позже вечером Фаррелл, стоя у окна, читал оставшиеся строки письма. В нем Джеймс писал: «Я знал, что не вернусь. В ту ночь я чувствовал, как все уходит, но я держался, пока мог. И Мартин, он не ушел. Он согревал меня, лизал лицо, пытался поднять, но он понял. Тогда я просто прижал ее к груди и прошептал ему: охраняй». Он понял. Он всегда понимал. Фаррелл закрыл глаза и сжал письмо. Ему вдруг захотелось поверить, что душа Джеймса еще здесь рядом, что он видит, как Мартин сидит на страже, как его дочь спит под одеялом, как Линда улыбается сквозь слезы. На следующее утро департамент собрался на срочное заседание. Вопрос был один: что делать с щенком? Ответ был очевиден. Она остается с Линдой, сказал Фаррелл, и Мартин. Это не обсуждается. Никто не возразил. Ни один голос не прозвучал против, потому что все знали, это не просто собака. Это последняя воля их товарища.
И он заслужил, чтобы она была исполнена. С этого дня у Мартина появилась новая миссия. Он не просто потерял напарника, он нашел цель. Недели шли. Линда дала щенку имя Лия. Она росла под присмотром Мартина, который не отходил от нее ни на шаг. Когда она пищала, он был рядом. Когда она спала, он лежал рядом, уткнувшись носом в край одеяла. Он больше не лаял без причины. Он больше не скулил. Он просто был рядом, тихий, как тень, сильный, как стена. Линда однажды сказала Фаррелу, он не охраняет ее, он любит ее, как отец. Прошло несколько месяцев. Зима медленно отступала, уступая место ранней весне. В доме Линды было тихо, только слабый скрип пола под ее шагами и легкий лай доносился с террасы. Она вышла на крыльцо с чашкой чая, и перед ней открылась знакомая картина. Мартин лежал у ступеней, а Лия, уже подросшая и полная энергии, бегала вокруг него, играя с его хвостом. Он не шевелился, только лениво поднимал глаза, следя за ней. Его терпение было бесконечным. Он не был щенком, он был стражем. Когда Лия падала, он поднимался и подталкивал ее носом. Когда она тянулась к небу, подражая птицам, он сидел рядом. Когда она засыпала, он ложился рядом, одним глазом все еще наблюдая за миром. Для него она была всем. Однажды вечером Линда достала коробку с вещами Джеймса. Там были его значок, старые фотографии, блокнот и та самая записка, которую она читала раз за разом. Она взяла щенка на руки и села у камина. Мартин лег рядом. «Она подрастает, Дэн», – прошептала она в пустоту. «И знаешь, она в тебе, в ее глазах твой взгляд, в ее голосе твоя решимость». А Мартин, он не отпускает ее ни на секунду. Пламя тихо потрескивало. Щенок спал на руках у матери. Мартин вздохнул и прижался ближе. Она вырастет, зная, что у нее был герой-отец и собака, которая спасла ее. Не потому, что это был приказ, а потому, что он тебя любил. Спустя год на стене полицейского участка появилась новая фотография. На ней была девочка лет 5, смеющаяся, сидящая в траве, а рядом большой статный немецкий овчар с серыми бровями. Его взгляд все еще был настороженным, но в нем читалась доброта. Под фото была надпись «Офицер Мартин, верность, которая не знает смерти». И ниже строчка от руки. «Иногда лай – это не просто звук, это обещание».